Ваня, привет, рад тебя видеть. Привет. Сегодня мы поговорим про важную тему. У нас канал про бизнес в Польше, и ты, как эксперт в легализации, должен нам помочь всем зрителям, и мне, и всем зрителям разобраться с бизнес-ВНЖ. Особенно ситуация изменилась, когда украинцам разрешили открывать ИП, да, и очень много украинцев, собственно, начали это делать. Я даже себе открыл ИП, я не мог до этого это делать. Поэтому хотелось бы как-то понять, как получить ВНЖ на основе бизнеса. С уклоном будем брать даже ИП, да, но я так понимаю, критерии похожи. Как не допустить ошибок, исходя из твоего опыта, экспертности, особенно в Варшаве, которая, я так понял, самая хардовая. Но сначала два слова про себя, да, чтобы зрители познакомились. Расскажи про себя, про свой опыт, а дальше пойдем по вопросикам. Привет, я Иван, я фаундер компании YouMove. Наша профессиональная деятельность — это касательно легализации всех иностранцев на территории Польши на всех возможных основаниях. Стас, очень рад тебя видеть. Ты сегодня затронул очень важную тему. Один из самых сложных путей легализации на самом деле в 2024 году. Вот честно говорю, как есть. Требование колоссальное. Нужно учесть много различных факторов для того, чтобы вышел успех, для того, чтобы ты получил ВНЖ с первого раза. И то соблюдение абсолютно всех требований далеко не гарант того, что ты получишь ВНЖ. У нас есть подобные случаи, я расскажу о них чуть-чуть попозже. Давай, наверное, начнем с самого начала. Действительно, ты правильно отметил, что легализация на основании ФОПа, ЙДГ в Польше, либо легализация на основании спулки, классическая ООО в Беларуси и странах СНГ, они примерно схожи. И требования на самом деле одинаковые, что там, что там. Вообще, в принципе, в природе существует три требования, на основании которых ты можешь получить ВНЖ на основании ведения хозяйственной деятельности. Нужно выполнить одно из трех. Но тут есть везде подводные камни. Но есть нюансы. Да, есть нюансы. Первое, самое простое, самое главное, самое важное требование: твоя хозяйственная деятельность должна заработать в периоде 12 месяцев 12 среднестатистических зарплат по воеводству. А это сейчас на данный момент составляет около 92 тысяч злотых. С этого должен быть заплачен корпоративный налог. И вот тут начинаются нюансы. Первое. Если мы говорим про ЙДГ, классический ФОП, заплатили налог, выплатили себе деньги, уплатили ПИТ и ЗУСы, и все счастливы, все классно. Потому что как бы это твой сразу доход, да? Это сразу твой доход, нет двойного налогообложения, совершенно верно, и требования довольно-таки выполнимы. Но тут начинаются нюансы. ИП открыли вчера. Что делать? Тогда переходим ко второму варианту. Что можно, собственно, делать? Это написать бизнес-план, в котором мы абсолютно простым языком объясняем управлению по делам иностранцев, как мы заработаем необходимую квоту денег. Бизнес-плана сейчас, на данный момент, может быть и недостаточно. Мы для пущей уверенности всегда прикладываем контракты долгосрочные с контрагентами этого человека. Это помогает на том конце инспектору, который проверяет все эти документы на правильность, проверяет на валидность, да, понять точно, заработаешь ли ты эту квоту денег. Существуют разные виды работ, да, и мы понимаем, что не у всех есть долгосрочные контракты. Некоторые работают по договорам публичной оферты, некоторые работают на основании только инвойсов, и в этом случае нам тоже надо показывать каким-то образом перспективность. Мы это делаем, и делаем путем того, что мы предоставляем аналитику за предыдущие месяца, мы показываем реально в бухгалтерии, сколько было приходов денег, сколько было выставлено инвойсов, и более того, мы это делаем не разовой акцией, так что мы пришли, показали, как бы вот, мы зарабатываем. Мы это делаем на ежемесячной основе. Помогает на той стороне инспектору понять, что это не какая-то была разовая акция в течение месяца. Не фикция. Не фикция, да, совершенно верно. И мы заработали там необходимую квоту денег. Мы показываем перспективу, мы показываем рост, мы показываем тенденцию того, что человек действительно будет зарабатывать в этой хозяйственной деятельности, и ему необходимо, собственно, получить ВНЖ. Третий фактор, который довольно-таки редко используется: нужно нанять на работу человека, который не требует дополнительного разрешения на работу на территории Польши. Но это должна быть умова о праце, а там мы понимаем, какие налоги нас ждут, там от 50 до 70% от чистой суммы, да. И второе, самое важное на самом деле: умова о праце должна быть на час не окреслена.
А это как? Что такое на час неукрепленный? Это значит, что это бессрочный контракт, с которого уволить человека в Польше, но это та еще задача. Поэтому если кто-то выбирает такой вот путь, да, движения и получения ВНЖ на основании того, что у вас работают сотрудники в компании, то учтите, уволить такого сотрудника, тот еще квест. Это первое. Второе, вы сразу попадаете в серьезное налогообложение, где довольно-таки крупную сумму денег нужно будет выплачивать государству в виде налогов. Поэтому мы всегда обращаемся или к пункту первому, показываем прибыль за финансовый год, или к пункту второму показываем бизнес-план и перспективу того, что мы заработаем эти деньги. Смотри, подрезюмирую, чтобы было понятно с моей стороны. Наверное, вариант номер один, когда у тебя уже есть доходы за прошлый год, подходит для людей, которые, собственно, логично открыли там ИП либо компанию, они уже поработали, у них уже, скорее всего, есть какой-то рабочий малый или средний бизнес. Они закрыли финансовый год, попросту говоря. Ну да, и получается, они либо показали ПИТ, если это их ИП, да? Либо это ЦИТ. Там ЦИТ и сопровождание финансовое, если это компания. Совершенно. Второй вариант, наверное, как-то по ощущениям для тех, кто занимается фрилансом, какими-то, либо очень малый какой-то бизнес. Да, как правило, давай смотреть в реальность. У каждого ИПшника есть один стабильный контрагент. Вот с кем он постоянно работает. На самом деле из практики А что 99... это профессии? Это в основном айтишники. Это те, кто производят intellectual property, те, кто производят какой-то авторский продукт. И, как правило, у них уже есть свой заказчик. Многие компании работают сейчас в таком гибридном варианте, и даже в Польше рынок диктует свои условия. Либо ты идешь на умову о праце работать и платишь налоги по умове о праце, либо тебе предлагают вариант B2B сотрудничества, и тогда это получается, что ты ФОП, и у тебя один контрагент, абсолютно понятный, с которым у тебя есть конкретный контракт на конкретную сумму денег в конкретном промежутке времени. Ну и третий вариант, наверное, для тех, у кого, наоборот, больше бизнес, и они понимают, что они и так или иначе будут нанимать сотрудников, команду, и их там 10-15 человек, может быть. Поэтому у нас есть такие клиенты, кому мы компании открывали, да, для которых там 2 миллиона оборота за пару месяцев, это типа нормальная история. Да. Поэтому вот как-то так подрезюмировать. Но оборот, это, Стас, еще не прибыль. Это не прибыль, да, я понимаю. И это далеко не гарант того, и вы что тоже, мы получим друзья, ВНЖ. Вы тоже понимаете, что оборот — это не прибыль. Хочешь, расскажу классную историю про вот конкретно такой случай? Хочу у нас есть замечательный клиент, родом из Беларуси. У него в 2024 году открылось производство на территории Польши. Он влил туда порядка 1 миллиона злотых. За финансовый год он вернул обратно порядка 600-700 тысяч. И управление по делам иностранцев посчитало, что его бизнес неприбыльный, не зарабатывает, и вообще до свидания. Ну, по бухгалтерии это минус. Инвестировали больше, забрали меньше. Чем забрали, да? Да. Вопрос в том, что он 1 миллион инвестировал и 700 заработал. Вообще-то это очень неплохо. Вообще-то это супер круто. Как он это сделал вообще? Это реально супер круто. И у него были долгосрочные контракты с контрагентами, где четко было прописано, какие суммы денег он там в перспективе года, месяца будет зарабатывать. И ВНЖ он не получил, потому что не выполнил условия. Это смешная ситуация. Мы, конечно же, пошли в апелляцию, конечно же, проапеллировали решение и получили карту на 3 года, но это не гарант того, что у вас есть оборотка, вы получите гарантированно ВНЖ. Далеко не гарант. Вернемся сейчас на секундочку на уровень выше. И ты вначале сказал, что это самый сложный способ. Ну, наверное, я с тобой согласен, потому что, получается, 3 моих карты по быту, 3 последних были по бизнесу в Польше. И, ты расскажешь про документы, но от себя, да, могу сказать, что я собирал документы и на себя, и как бы на компанию, то есть как будто как на 2 людей сразу. Вот. И существует ли, так сейчас overview, да, такое сделаем, существуют ли еще какие-то способы для предпринимателя, у которого все-таки малый бизнес в Польше, какие-то альтернативы, как еще можно получить ВНЖ? Мы сейчас вот в целом, чтобы это не звучало так, как будто я занимаюсь бизнесом, о боже, у меня только самый ужасный вариант легализация только через бизнес в Польше, сейчас какие-то сотрудники, поляков нанимать. Давай как-то народ расслабим и объясним им, что есть еще разные конструкции. На самом деле, очень такой хороший, правильный вопрос. Я понимаю, о чем ты говоришь, понимаю боли людей, которые открывают бизнес, но пока не могут дать того оборота, который требует государство. Как бы... Но на самом деле путей не так много.
Первое, что можно сделать в данной ситуации? Можно пойти путем получения дополнительной защиты для тех, у кого есть на то основание, и там можно получить ВНЖ, не привязываясь к компании. Второй вариант, если вы вдруг нашли корни, идем по корням, получаем карту поляка, либо ПМЖ. А третий вариант, к сожалению, отсутствует. Так уж устроено законодательство, что если ты являешься учредителем компании либо ведешь хозяйственную деятельность в разрезе ИП, то основания для легализации являются хозяйственной деятельностью. И всем все равно, работаешь ты на работе еще дополнительно, либо еще какие-то функции выполняешь. Да, у меня есть каверзный вопрос, очень важный, потому что у нас уже аудитория как бы за эти 5 лет заряжена, да, все в контексте. Что с инкубатором? То есть, насколько... Я правильно понимаю, если у тебя открыта ИП, либо компания, либо ты там член правления, да, в компании, то ты не можешь параллельно попробовать податься через инкубатор. Тебе надо выписаться отовсюду, и только потом ты можешь через инкубатор идти и получать карту. И да, и нет. Да, потому что это проще. Выписался из всех компаний, пошел на основании трудоустройства в инкубаторе получать ВНЖ. Это такой относительно несложный вариант. Чем хорошо? Тем, что у инспектора не возникнет дополнительных вопросов при проверке КРС либо ЦИДГ, что ты там числишься в составе директоров, учредителей в компании, либо в собственном ИП. Но есть и второй вариант. Если бизнес открыт относительно недавно, и мы понимаем, что он не будет основным источником дохода, путем несложных махинаций, написания кучи писем в управление по делам иностранцев для того, чтобы объяснить, что бизнес — это не основной источник дохода все-таки. Основным источником дохода является трудоустройство. Есть возможность получить ВНЖ на основании трудоустройства. Но, скажу так, из моей практики это считанные кейсы. Ну, то есть их очень-очень мало. И получить подобное разрешение иногда стоит замены нескольких инспекторов, которые рассматривают твое дело. Потому что все выносят решение согласно букве закона. Иди, легализуйся на основании хозяйственной деятельности. Тяжело достучаться до людей. Это ваше время и ваши деньги. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Если человек понимает, что он еще не уверен в своем бизнесе, это какой-то малый бизнес, может он там, не знаю, на Upwork хочет дизайном заняться, каким-то программированием, то вот в этот момент вы можете ему помочь, получается, и объяснить стратегию наперед и сказать: смотри, у тебя есть вариант и основание открыть, допустим, ИП. Понятно, это точно не компания, да? Да. Но также есть альтернатива пойти там в инкубатор какой-то, и мы тебя легализуем по инкубатору, и это будет, скорее всего, проще. Да? Или да, нет? На самом деле, смотри, если смотреть Просто я сейчас для тех, у кого еще нет бизнеса, и они вот сейчас могут принять важное решение, и потом прийти к тебе и податься на карту. А я сейчас, наверное, объясню всем один раз и надолго, как, в принципе, мы работаем. Но для того, чтобы было общее понимание, наша задача не выполнить то, что просит клиент. Когда он приходит и говорит: я хочу ВНЖ на основании бизнеса. Мы делаем тотальный скоринг клиента для того, чтобы понять, может ли он получить это ВНЖ, какие есть риски и так далее. И параллельно мы готовим 3-4 варианта альтернативных решений, как мы можем пойти. И ты задал правильный вопрос. Когда ты только-только открываешься, у тебя на Upwork есть пару клиентов, которые приносят какую-то сумму денег, небольшую, которая не хватит тебе для легализации на основании хозяйственной деятельности. Действительно, вариантом является бизнес-инкубатор в данном случае. Но важно отметить, что бизнес-инкубатор в Польше — это а-ля payroll-компания, это не общепринятое понятие. Ну да. И в данном случае мы порекомендуем клиенту временно пойти воспользоваться услугами бизнес-инкубатора, потому что действительно этот вариант будет проще. Мы тоже там объясним и плюсы, и минусы работы с бизнес-инкубатором, но в целом мы отдадим то решение, которое подходит под конкретного клиента, не под его запрос,
а под реальность того, как дойти до его, собственно, выполнения его задачи здесь, в Польше. Мы в следующих видео будем обсуждать разницу легализации через инкубатор, через там ИП, свое какой-то бизнес и через работу. Как раз это посравниваем. Поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы дальше услышать вот эти все сравнения, да, которые Ваня будет делать. Давай по докам тогда пройдемся. Что нужно по человеку и что нужно по компании, либо там по ИП. Мы в самом начале с тобой проговорили условия, которые должна выполнить компания. Да. И этого будет, в принципе, достаточно для ФОПа, для ЮДГ. Но если у вас полноценная компания в виде спулки ЗОО, то этого будет недостаточно. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что сам человек, который входит в процесс легализации, должен показать собственную прибыль. То есть он должен покрывать свои прожиточные минимумы, своей семьи, плюс стоимость аренды жилья и так далее. То есть здесь мы сталкиваемся действительно, как ты говорил, с двойным налогообложением. Первое, мы должны заплатить корпоративный налог, а второе, мы еще заплатим личный налог. В налогах сколько это? Если мы говорим про классическую компанию, только-только открытую, то это 9% корпоративного налога от чистой прибыли, совершенно верно. Естественно, все затраты можно будет списать на кошты не облагаются налогом. Если компания дала оборотку выше 2 миллионов евро в периоде года, тогда, к сожалению, будет ставка повышенная, она больше не будет являться льготной 9%. Мы приблизимся к 19%. Поэтому важно на этапе закладывания вот этого фундамента ведения хозяйственной деятельности правильно сделать скоринг и выбрать правильное юридическое лицо под свою деятельность для того, чтобы не попасть вот в эти налоги. Если берем классический вариант, заплатили 9% корпоративного налога, после этого мы платим 12%. Это подоходный налог физического лица до порогового значения в 120 тысяч злотых. И плюс к этому добавляем на сумму, которую выплачиваем, еще 9% в виде складки здравотной. Это покрытие как раз-таки того самого ЗУСа, который нам потребуется для легализации. Мы получаем 9, 12 и еще 9. Сильно, да. Сильно. Мы пересчитывали, сколько стоит ВНЖ в перспективе года для наших контрагентов, и цифры страшные, на самом деле. Даже я, наверное, смотря трезво на эти цифры, понимаю, что если компания не генерирует прибыль, а мы вынуждены это делать, а многие сейчас вынуждены это делать, потому что только-только открылись, да, то это очень дорогой ВНЖ, прям золотой получается. Проще уже купить паспорт в Румынии, я так понимаю. Крайне вообще никогда никому не советовал бы играться с документами, особенно в чужих юрисдикциях. Это чревато. Чревато многими проблемами, в том числе и с законом, не рекомендую. Не рекомендую что-либо покупать. Везде есть законные методы получения ВНЖ. Везде можно получить ВНЖ на тех условиях, на которые требует государство. И на самом деле условия не колоссально сложные. В Польше сейчас существует масса нюансов, как можно из этого выкрутиться, как можно получить ВНЖ в кратчайшие сроки, да, с понятным результатом и не потратив на это миллионы долларов. Из практики скажу так, многие об этом забывают. Показывают прибыль по компании, но забывают про себя, не выплачивают деньги. Многие, почитав интернеты, почитав кучу форумов, делают умову о праце и начинают работать по умове о праце в собственной компании. И когда они узнают, что есть волшебный инструмент в виде ухвалы, вознаграждения за руководство компанией, все прям радуются, потому что ты понимаешь разницу в налогах между ухвалой 12 плюс 9, да, и, собственно, умовой о праце, где может быть налоги там, до 65-70%. Ну, естественно, мы должны подтвердить, что нам есть где жить, и желательно подтвердить это договором аренды, либо договором собственности на собственную квартиру. И договор аренды должен быть очень свежий. На момент подачи мы рекомендуем даже переподписывать договора, чтобы они были максимально свежими, и зазор был минимум год. Почему? Ну, да потому что ты сам знаешь, как в Польше сейчас рассматриваются административные дела в рамках получения ВНЖ. Это иногда затягивается, и у нас были случаи, где решение было затянуто настолько, что истек договор аренды, и мы получили отказ с мотивацией на то, что вы не подтвердили, что у вас есть где жить.
А ничего, что процесс длился 11 месяцев. Ну да. А контракты в основном все на год подписываются. Да, контракты в основном подписываются все на год, поэтому это важный документ, и лучше всего его переподписать с вашим собственником квартиры в момент, когда мы пойдем подаваться лично в управление по делам иностранцев, чтобы у нас остался максимальный зазор. Если мы говорим про дальнейшие критерии, естественно, нужно социальное страхование в виде медицинского страхования. Да? Это ЗУС, он есть как в компании, когда вы выплачиваете себе деньги по ухвале, там он возникает, так и ВП. Вы его все равно платите вне зависимости от того, вообще зарабатывает ИП или не зарабатывает. Ну, ЗУС да. вы платите всегда. Но если мы идем, естественно, в легализацию с семьей, то подтверждаем, что это действительно семья, переводим свидетельство о рождении, свидетельство о браке и так далее. Глобальных каких-то дополнительных требований нет. Но еще раз подчеркну, важно показать управлению по делам иностранцев, что у вас долгосрочная перспектива, что ваши цели реально серьезные в Польше. Вы не просто переехали и качнули 90 тысяч в течение месяца, а вы показываете, что вы здесь на долгосрочной перспективе, у вас договор аренды на максимальный срок. Вы показываете контрактами, что вы сможете зарабатывать необходимые квоты денег. И тогда успех гарантирован. Сразу могу сказать, возможно, 3 варианта исхода событий. Первый — отказ. Понимаем, что с этим делать, можно с этим работать, ничего страшного в этом нет. Иногда и там допускаются ошибки, иногда и там не видят всей корреспонденции. У нас были случаи, когда почта теряет документы, когда там теряются документы. Ничего страшного в этом нет. Главное — быстро и четко отработать эту апелляцию. Надо подготовить необходимые документы, подать их в управление в те сроки, которые обозначены, собственно, в документах, которые пришли из управления. И после этого все будет окей. Есть вариант получить ВНЖ на год. Такое тоже практикуется и часто получают решение на год, но в случае ФОПов и ЙДГшников прям рекомендуем: идите в апелляцию. Если это на год, да? Да. Почему? Потому что, по сути, как я говорил ранее, 99% ИПшников работает с одним контрагентом. Что изменится через год? Ну да. Да вообще ничего. У тебя как был этот контракт, так и останется. Возможно, у тебя ставка подрастет, потому что рынок, растет. Но в целом глобальных изменений не будет. Ну да, цель побыта такая же будет. Цель побыта будет такая же, совершенно верно. Контракты останутся те же. Жить ты плюс-минус будешь там же, в том же городе. И объяснить управлению по делам иностранцев, что они приняли такое себе решение, потому что они нагрузят себя дополнительной работой через год, потому что мы опять придем с теми же самыми документами. Можно. И в нашей практике 100% апелляции в таком случае всем дают ВНЖ на 3 года. И это классный инструмент, этим надо пользоваться. Если мы говорим про компании, здесь гораздо сложнее. То есть здесь мы обращаемся к корпоративному налогу компании, здесь мы смотрим на собственные доходы, и здесь важно рассчитать. Если ты прям уверен, что ты выполнишь условия, и что ты на следующий ВНЖ придешь с уже выполненными условиями, можно бороться. Но если ты прям не уверен, то я рекомендую годик все-таки подождать, пожить на том ВНЖ, который получили, и после этого переподать документы еще раз. Okay. Но в голове должно быть точное понимание, что через год не получится показать бизнес-план. Его будут рассматривать, да, его будут рассматривать сквозь пальцы, потому что вы уже проработали определенный промежуток времени на рынке, вы уже себя там как-то показали, как-то зарекомендовали, заключили с кем-то контракты, и вы должны показывать прибыль. И поэтому это очень важно. Если мы идем спорить с управлением по делам иностранцев, у нас должен быть хороший багаж за плечами, чтобы убедить их в том, что мы это все заработаем. И более того, при последующем ВНЖ не всплывет ситуация, когда мы сказали управлению: да мы завтра 1 миллион загоним на счет, и с 1 миллиона вам налогов заплатим. Мы придем за следующим ВНЖ, и это всплывет. Расскажу, с чем я сталкивался, да, будет полезно людям, может, ты как-то прокомментируешь это, и ты расскажешь, какие бывали вообще ситуации. Первое, с чем, вообще, как у меня было, да, моя история. Мы открыли компанию, и мы получили первую карту как раз-таки на год. И мы писали этот бизнес-план, да. У нас уже были какие-то доходы, фактуры, по-моему, даже пару контрактов мы прикладывали на сотрудничество. Да, нам дали вот тогда первую карту на основе бизнеса, она была там чуть больше, чем на год. Есть офигенный лайфхак. Прям, это штука, которая, если она сработает, она позволит вам получить карту сразу не на год, а на чуть-чуть больше, чем год. Это такой пункт, который называется справоздание финансово, то есть годовой отчет, который ты указываешь в момент регистрации компании. То есть в каком году ты будешь подавать этот годовой отчет. Мы потом это увидели, и мы поняли, что нам дали карту,
ровно до момента, когда мы должны указать, должен произойти этот годовой отчет. И там получилось так, что это было не год, а там год, почти там 1,5 года. Да, таким образом такое. мы как бы в это окно возможностей залетели. Это прям, ну, классная штука. Поэтому, когда вы будете регистрировать компанию, надеюсь, с нами, да, потому что мы можем в этом помочь, и потом там с Ваней делать ВНЖ, важно эту штуку учесть и указать первый финансовый год как можно дальше, и, может, дадут ВНЖ дальше. Это первое. Действительно. Есть такое, это правда? Есть такое, это правда, потому что слава все богу. всегда ждут выполнения условий. Все Соответственно, всегда мы тут хотят типа видеть. заходим с бэкдора, да? Да. Вторая штука — это по поводу справок о том, что у тебя нету задолженностей. Да? То есть каждый раз, когда я подавался, Они обязательны. Они обязательны и по ИП, и по компании. Ребят, просто учитывайте это, что нужно будет запросить справку у ЗУСа, у Жонда Скарбова, то есть у налоговой, и у Фонда социального страхования, у ЗУСа о том, что у вас нет долгов. Иногда они также просят какие-то разбивки, не просто о том, что ЗУС платится, а вот меня просили там разбивку помесячную, сколько и каких прям складок заплачено, да, и там бухгалтер делал эти отчеты. По ИП еще то, что важный документ такой, который тоже просто, мне кажется, сэкономит инспектору время, упростит принятие решения, да, в твою пользу. Документ, который называется эвиденция, ну, у меня ИП и там reach out, то есть я плачу от оборота, и документ называется эвиденция приходов, где есть такое, как бы, где есть табличка, по сути, бухгалтерская, там с печатью, если можно, попросите с подписью бухгалтера, где помесячно написано, сколько у тебя заходило денег, под какой процент ричаута это было оподатковано, и тотал какая-то сумма, да. То есть вот это тоже документ, с которым столкнетесь, и он поможет. Я так понимаю, вы в этом плане как-то направляете Мы в этом плане на путь не истины. то, что направляем. Перед тем, как начать работу над любым кейсом, мы его детально изучаем на предмет того, какие документы, собственно, нам будут необходимы в данном случае. И мы разрабатываем под каждого плюс-минус уникальный чек-лист. Ну, то есть мы четко говорим, что нам нужно 1, 2, 3, 4, 5. Для того, чтобы... Чек-лист документов ты имеешь? Да. Для того, чтобы избежать испорченного телефона, да, для того, чтобы не бегать 2 раза в бухгалтерию, мы забираем контакты бухгалтера и коммуницируем с ним даже самостоятельно, потому что, ну, как бы объяснить человеку, как должны выглядеть налоговые декларации, можно, но заставить человека читать их, ну, такое себе. Да. Плюс заметил такой момент я, да, что разные бухгалтерии на один и тот же запрос присылают разные документы. Типа ты им говоришь, дайте мне, ну, типа выписку какую-то, а они одни прислали тебе заставление там операций, да, вторые какую-то эвиденцию, третий ПИД просто прислали, четвертый такая платежка есть бухгалтерская, где они показывают, сколько ты должен ПИТа заплатить, да, я не помню, как документ называется. Короче, каждый присылает все разное, и это здорово, что вы берете всю эту свистопляску на себя, потому что... Мы с этим столкнулись не единожды, и на самом деле с самого начала, наверное, нашего сотрудничества абсолютно всем клиентам объясняем, что не надо оно вам. Ну вот зачем вы будете тратить на это свои нервы, время, там, деньги? Да. Лучше мы скоммуницируем, мы друг друга быстрее поймем, потому что мы разговариваем уже на их языке, мы четко понимаем, какие документы нам нужны. Да. И более того, когда у нас есть конкретный чек-лист документов, мы созваниваемся с каждым клиентом, проговариваем каждый документ. Как он должен выглядеть, где он должен лежать, какие подписи должны быть. Абсолютно вся информация касательно того, как это должно выглядеть, приходит к клиенту, и клиент четко уверен всегда в том, что он соберет то, что нужно. Он понимает, как это выглядит. Многие компании делают проще. Они дают список документов, и ты иди там в люди, собирай это все. А как они выглядят? И потом присылай нам, да? Типа потом присылай нам, а мы просто упакуем это все в конверт и вышлем почтой. И жди своего ВНЖ 1,5 года, какие к нам претензии. Это такая процедура. Мы же не виноваты в этом. Мы все-таки ориентируемся под клиента, и мы ориентируемся под конкретные задачи клиента. Если есть задача
задачу получить в ускоренные сроки. Мы делаем все для этого возможного. Есть куча механизмов, как можно ускорять эти административные процессы. Но важно помнить, что просто его ускорить не получится. Должны быть действительно веские основания для того, чтобы ускорять эти административные процессы. Вань, давай по роудмэпу, да, чтобы у людей было понимание шаг за шагом, что их ждет и какой путь пройти. Критерии обсудили, документы обсудили, а вот мы их что так делать? Очень поверхностно очень обсудили, поверхностно, да. Очень-очень так сжато. Естественно, список документов занимает не одну страничку, а 4, чтобы вы понимали, реально вот такая вот стопка документов уходит на легализацию на основании исполки. Но это правда. И эту стопку документов требуется собрать в кратчайшие сроки, если на то есть потребность. Например, справоздание финансовое даже само. А это там вот такая вот пачечка, где там информация с балансом компании, годовой отчет и так далее. Да. Если смотреть по роудмэпу, что и как будет происходить вот конкретно с нашим клиентом, возможно, с вами, вы нас сейчас смотрите. Первое, самое главное, самое важное — потребность. Надо определить потребность реальную человека. Вот когда он приходит к нам, к примеру, мы провели консультацию, мы понимаем, что у него путь легализации через ведение хозяйственной деятельности. После этого организуется специальная группа в отдельном телеграм-чате, куда включаются специалисты, которые будут сопровождать человека за руку по всему абсолютно административному процессу, и человек заполняет абсолютно простую анкету, на основании которой мы уже делаем глубокий анализ и четко понимаем, какие документы должны быть именно в этом административном процессе. После чего наш специалист связывается с этим человеком и проговаривает весь этот список документов, забирает контакты бухгалтерии, если на то есть добро, и начинается непосредственно подготовка к подаче. Если отвечать на классный вопрос, а когда же мы подадимся, то тут все сильно зависит. То есть, если есть задача затянуть административный процесс, а иногда такое есть. К примеру, мы приехали, только организовали бизнес и еще не понимаем вообще, когда у нас появятся контракты, что у нас будет происходить с корпоративными и личными налогами, мы можем затянуть административный процесс. Как? Подаемся почтой. Это сразу плюс 5. В смысле, высылаем документы почтой польской и ждем примерно 5 месяцев. 5 лет. 5 месяцев, слава богу. Это не Вроцлав. Высылаем документы почтой и ждем 5 месяцев до того, как получим вызвание. Вызвание — это документ, в котором будет написано, что ваш административный процесс наконец-то открылся, и от вас требует дополнительный список документов, которые там необходимы управлению для принятия решения. После того, как административный процесс открылся, в среднем вынесение решения занимает сейчас по Варшаве 3-4 месяца. После того, как мы получили решение, в самом позитивном случае, то есть мы получили позитивное решение, мы получили ВНЖ на 3 года, мы узнаем об этом в момент получения документов. А от момента между принятием решения до получения документов в руки пройдет примерно еще 3-5 месяцев. Сейчас, к сожалению, такие сроки реальные. Мы говорили в начале, что если есть необходимость затянуть процесс, можем податься почтой польской, и тем самым растянуть его еще на 5 месяцев. Как сократить? Есть возможность личной записи. Но первое. Эта возможность постоянно меняется. То есть есть механика записи на личную подачу, но, во-первых, механика это постоянно меняется. За последний год она изменилась 2 раза. То, как записаться можно, само государство, то есть варшавский ужон диктует новые какие-то правила. Диктует абсолютно новые правила, они добавляют дополнительные прокладки, которые должны облегчить процессы записи. Потому что ты знаешь, что записаться через Инпол на подачу почти нереально было всегда, потому что боты расхватывали сразу же эти слоты. Управление по делам иностранцев увидело проблему наконец-то, хотя мы об этом кричали, потому что это реально превратилось уже в отдельный черный бизнес. Ты платил людям деньги за то, чтобы они ботами словили слот на подачу, и благодаря этому мы могли подать клиента. Лично меня это бесило. Управление по делам иностранцев увидело проблему, и они сделали дополнительную прокладку. Но эта прокладка работает, первое, очень плохо. Второе, она работает всего минуты 3-4
один раз То есть в это неделю. сайт, да, на который ты заходишь и пытаешься словить очередь. И пытаешься словить очередь. Он работает один раз в неделю, только по понедельникам, только с 8 и до 10. И работает ровно 3 минуты. И у них еще, наверное, сайт ложится. И сайт ложится, естественно, потому что 404, все сидят, да? каждый понедельник вот так вот обновляют этот сайт, чтобы словить вот эти заветные 3 минутки, чтобы была возможность записаться, собственно, на подачу. Если ты этого не делаешь, то, естественно, записаться на личную подачу невозможно. Ну, просто нереально. Естественно, для того, чтобы обеспечить беспрерывную подачу, мы нашли инструменты. Мы записываем клиентов с гарантией там 6-7 недель точно до подачи. Чтобы было понимание, вот если я сегодня записался, то я получу слот плюс 5 недель. Это стабильно, это как бы управление по делам иностранцев дает такие слоты. Но это процесс записи в Варшаве. Есть еще и другие города. Другие города очень сильно отличаются и по набору документов, и по процедурам записи, и по вынесению решений. Куча нюансов, которые связаны именно с подачей документов. Например, Зеленогура требует 3 внеска. Зачем 3? Никому не понятно. Ну вот мы хотим 3 внеска. И если ты приедешь с 2, твои документы просто не примут. Но в Кракове, например, записываться можно через почту. То есть да. И там... иногда это быстрый ответ в течение недели, а иногда 2-3 месяца ждем ответа. Да, я записывался. Все управления на самом деле ориентируются на легальность вашего пребывания в Польше. Ну, то есть, если у тебя виза годовая, и ты вот пришел и в первый месяц подался, то ты слот получишь где-нибудь там, когда-нибудь потом. Но если у тебя уже поджимает, и ты написал еще какое-нибудь мотивационное письмо, что, ребята, пожалуйста, у меня тут все, то есть возможность словить там в Кракове слот гораздо раньше. Краков на самом деле один из лучших городов для легализации. Самое адекватное управление, самые понятливые люди, с ними прекрасно вести коммуникацию даже в электронном формате, что, собственно, не предлагает Варшава. Процессы записи везде разнятся, и в каждом городе будет все по-разному. Итого мы приняли решение, подготовили, вы заонбордили человека, подготовили документы, дальше ловим очередь. До подачи, 3-4 месяца на рассмотрение и вынесение решения, 3-5 месяцев на получение побыта. Итого мы получаем примерно 8-9 месяцев административного процесса. То есть на 8-9 месяцев человек будет ограничен, если нет документов, которые разрешают въезжать обратно в Польшу, если там надо ехать куда-то. Это значит, что ему нужно сидеть в Польше? Это значит, что он ограничен только тем, имеет ли он легальные документы для того, чтобы въехать обратно. Имеет ли он документы для въезда обратно. То есть обратно виза, в Польшу. Либо действующая карта побыта. Выехать, пожалуйста, выезжай. Тебя административный процесс никак не ограничивает. Вопрос будет в том, как ты въедешь обратно. Многие тянут до последнего. Вот пока вот визы там останется совсем чуть-чуть, и в последний вагон пытаются впрыгнуть. Но, ребят, учтите, ваша хозяйственная деятельность может потребовать того, чтобы вы находились в Германии, в Швейцарии, в Нидерландах, неважно где. Ну, сам бизнес, выехать вы не сможете, у вас нет действующих документов, виза закончилась, вы в открытом административном процессе, и вы замкнуты. Единственный путь решения данной ситуации – это выезжать в страну собственного проживания и там получать новую визу. Давайте посмотрим в реальность. Беларусь, получить визу, танцы с бубном – это первое, второе – это может растянуться на 3-4 месяца. Поэтому желательно, если вы рассчитываете получить ВНЖ, делайте это сразу по приезду. Вот как только у вас действующая виза открылась, вы зарегистрировали компанию, сделали пару платежей и сразу же идем в процесс легализации. Нельзя тянуть до последнего, это может отразиться очень плохо потом на хозяйственной деятельности. Вот я рассказывал пример человека, который влил в производство. У него примерно такие же проблемы были. Виза истекла, его ждут в Скандинавии на переговорах, на важных переговорах, а он поехать не может. Ну, потому что визы нет, ВНЖ не выдали, тут вообще какой-то отказ непонятный. Если бы начали это все делать раньше, то сделали бы в регламентированные сроки и никак бы не ограничили передвижение, виза бы еще действовала. Кейсы и ошибки. Какие ошибки допускают люди? Ну, первое, это, понятно, затягивает, да, процессы. Да. Что еще? Где люди ловят штангу и получают потом отказы? Многие забывают про личный доход. Но вот как мы вначале проговаривали, есть требования к компании, есть требования к личному доходу. Компания генерирует прибыль, платит ТИД.
но про личный доход человек забывает. То есть это значит, еще раз, да, что ему нужно показать в УЖОНДе, в госоргане официальные какие-то документы, которые подтверждают его доход, который покрывает... его издержки на жизнь в Польше. Да, да. И издержками у нас является контракт, который он показывает. Аренда жилья плюс прожиточные минимумы. Угу. И прожиточные минимумы, how much? Сейчас 700 злотых, но... 776, по-моему. Да. Но давайте быть объективными. 700 злотых в Польше на человека я бы не поверил. На месяц, наверное, маловато будет для того, чтобы покушать. Поэтому ориентируемся на 1000 злотых, ну, как минимум того, что должно получаться. Соответственно, если вы снимаете квартиру там в Варшаве, скажем, за 5000 злотых... Плюс у вас семья из 3 человек. Плюс у вас, да, 3 человека в семье, то это сколько? 8 тысяч злотых. Да? Сколько жилье стоит? Пятерка, плюс еще 8000 злотых. 8 тысяч злотых ты себе должен через выплату чвонка за жонду, допустим, да? Через через ухвалу, через инструмент выплаты вознаграждения со своей компанией платить. Если же ты ИП, то как бы у тебя... Оплатил корпоративный налог. То у тебя нету корпоративного... Питовский налог оплатил, и как бы все остальные себе выплатил. И это же учитывается как в историю по критериям для получения бизнес-менеджера, так и в твой личный доход, потому что ИП равно твой личный доход. Да. Но выглядит так, что ИП выгодней, да, открывать. So-so. Надо считать. Мы всегда пересчитываем. Мы смотрим структуру бизнеса и смотрим, какие доходы планируется, сколько человек будет в найме, как вообще это все будет работать, какие будут издержки. И только на основании анализа, сравнения там нескольких моделей мы понимаем, где все-таки человеку комфортнее. Я думаю, что делаете то же самое примерно плюс-минус. Да. На основании диагностики как раз-таки, да? Совершенно верно. Это неотъемлемый фактор, который надо пройти, и без этого никак. Расскажу про такую штуку, о которой многие бухгалтерии просто не говорят, а многие иностранцы даже и не знают. Есть такое понятие, как разрешение типа Б. Когда ты директор в польской компании. В нашем портфеле, наверное, порядка 50 различных партнеров по бухгалтерии. Я лично сам с ними со всеми разговаривал, когда мы онбордили, когда мы смотрели, с кем мы будем работать. И только 2% из них вообще знают, что это. Ну, классно. Как так? А вот так. Давай объясним, наверное, что такое вообще разрешение типа Б. Разрешение типа Б — это разрешение для иностранца, который будет являться директором в компании, который планирует получать доход не менее 6 месяцев в календарном году. Так как мы доход со своей компании. Да. Так как мы идем в ВНЖ, мы вынуждены его получать. Ну, как бы надо это делать, потому что мы должны показывать доход физического лица. На самом деле, если разрешение типа Б отсутствует, ничего страшного не произойдет. Вам помашут пальчиком, скажут, что, ребята, пожалуйста, сделайте в краткосрочный период времени это разрешение на работу типа Б, и все будет хорошо. Но мы забываем нюанс. Да. Если чего-то не хватает, это может спровоцировать дополнительные проверки уже другими органами. Да, и у нас было несколько кейсов. Мы, может, сделаем отдельное видео про проверки, которые могут спровоцироваться по стороне ВНЖ, расскажешь, да? А я сделаю еще раз видео на тему проверок с точки зрения бизнеса. И был кейс, когда клиента вызвали, когда именно отсутствие разрешения типа Б на ведение хозяйственной деятельности, управление компанией, да, не было, вызвали в страж граничный, где была проверка, завели в комнату, посадили свидетеля, сказали, вот листок, ручка, пиши, что писать непонятно, типа, вы кто такие вообще? И да, прицепились к этому и сказали, что если ты находишься на территории Польши, как член правления больше 6 месяцев, то ты, в принципе, обязан эту историю получать. Вот он нам даже так сказал. Короче, резюме такое, да, по поводу этих разрешений. Ребят, если у вас есть компания в Польше, и вы в ней не просто собственник, который имеет долю, а вы выполняете какие-то функции правления, будь то член правления или президент правления, członek zarządu или альбо презес zarządu, вам нужно получать разрешение типа Б на выполнение этих функций. Это касается на данный момент, по сути, всех, кроме граждан Украины,
да, белорусы, там, казахи, узбеки. Всех, у кого отсутствуют долгосрочные документы. И в том числе, да, у кого долгосрочные есть, они тоже могут это не делать, но, скорее всего, это касается вас. В 90% случаев это касается вас. Да, практика показывает, что это действительно так. Никто про это не помнит, никто про это не знает до того момента, пока либо не придет хороший консалтер, который расскажет и разберет это все по полочкам, либо до того момента, пока не придет страж граничный и не скажет, а где? И потом попробуй докажи, что ты красивый мальчик и все делаешь по закону. Какие-то еще есть ошибки? Почему люди не масса ошибок. ВНЖ? Масса ошибок не доказывают того, что они заработают в перспективе вот эту необходимую квоту денег. Да. Не предоставляют контракты, не предоставляют выписки, не предоставляют движения по счетам, не предоставляют инвойсы. Да. Они просто пишут бизнес-план, в котором пишут, что вот мы эту сумму денег заработаем. Управление в это не очень верит. Им нужно всегда документальное подтверждение. У нас был кейс, когда клиент, будучи владельцем компании, тогда еще украинцам нельзя было ИП открывать, он подался, стандартная схема, он пошел на работу в свою же компанию, взял себя же на работу и подался от работы. И обидно то, что это долго все, это время заняло. Это время. Он подался, он рассчитывал, прошло 5 месяцев, и ему дают отказ по причине того, что вы являетесь бизнесменом в Польше, да? Да, он такой, типа, а как я являюсь, это ж моя компания, я что, не имею права себя нанять на работу в свою же компанию? Как бы право ты имеешь, но вы должны понимать, что как только у вас есть бизнес в Польше, будь то ИП либо компания, с точки зрения инспектора или законов, да? С точки зрения закона, иерархически это всегда выглядит выше. Это высшая история, да, самая. И всегда нужно идти, собственно, в легализацию на основании хозяйственной деятельности. Но ты правильно отметил, это, грубо говоря, мы неправильно выбрали основание для легализации. Да. Мы просто посчитали, что так можно. Не изучили матчасть. Дорогие предприниматели, сейчас вы посмотрели выпуск на тему получения вида на жительство в Польше на основе бизнеса, на основе ИП, либо компании в Польше. Надеюсь, мы с Иваном облегчили вам жизнь, обсудили и задели правильные вопросы. Я знаю и понимаю вашу боль, я понимаю, что это все звучит запутанно, но вы, как предприниматель, должны знать, что предпринимательство — это ответственность, и ваша легализация — это тоже ответственность, ваша жизнь — это тоже ответственность. Поэтому, как бы это запутанно ни звучало сегодня, пожалуйста, Ваня готов в этом помочь, разобраться. У нас есть прекрасный инструмент по диагностике, где под этим видео вы можете оставить заявочку, свяжется Ваня, либо его сотрудники и проведут вам такую диагностику. То есть продиагностируют вашу ситуацию, зададут вам правильные вопросы и выдадут какой-то план действий. Не какой-то, а правильный план действий и хорошую стратегию по легализации и жизни в Польше. Более того, мы это задокументируем. Да. Вы получите обязательно документ на электронную почту. Мы четко пропишем план действий до того, собственно, где у вас стоит цель. Хотите получить польское гражданство, вы получите документ в развернутом виде, что нужно сделать, чтобы получить польское гражданство именно для вас. Не хотите получать, хотите всего лишь ВНЖ, окей, значит, получите информацию касательно условий получения ВНЖ, как это все работает, где ваша зона ответственности и где наша зона ответственности. Господи, как это идеально. Я это все сам, вы представляете, делал 3 раза. А сейчас за эти 10 лет жизни в Польше моей очень все изменилось. Прекрасно, что есть компании, люди, которые поменяли подход, тоже берут на себя ответственность, да, как ты. Мы с тобой, помнишь, обсуждали разницу между компаниями, которые легализацией занимаются, и у нас был такой честный, интимный разговор на эту тему, и ты сказал такую вещь, что большинство компаний берут, у них услуга стоит меньше, чем у вас, да, но они занимаются тем, что просто принимают один раз клиента, от него документы, высылают и не занимаются вот этой стратегией, не занимаются тем, что берут ответственность за весь процесс, который вот посредине находится, да. Не доносят документы, которые нужно желательно каждый месяц досылать. И прекрасно, что рынок меняется. Это стоит дороже, потому что это профессиональнее, но это дает больше гарантий, безопасности и какого-то спокойствия душевного и умиротворения, и при исполнении бесконечно вечно. Всех обнял, приподнял. Пока.
Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.